Одной из самых вкусных и полезных ягод является черешня. Многие ждут лета ради черешни и арбузов, и если до второй ягоды ждать больше месяца, первую мы уже видим на прилавках магазинов. Сезон черешни – конец июня, середина июля. В это время ягоды максимально полезные и вкусные. В данном видео мы расскажем, какие полезные и вредные для организма свойства есть у данного продукта. Расскажем о пользе черешни для женщин и для мужчин. И в конце вы узнаете о пользе листьев и косточек черешни, поэтому просто досмотрите ролик до конца. Полезные свойства черешни для организма. Черешня – это уникальный ранний весенний-летний продукт. В черешне большое количество магния, марганца, меди, калия, кальция и железа. Поэтому ягоды черешни незаменимы для тех, кто ослаблен зимой и весной, испытывает дефицит железа и витаминов, необходимым для кроветворения. Стакан ягод черешни практически полностью восполняет дефицит в микроэлементах, необходимых для нормального кроветворения, поэтому рекомендуется для частого употребления тем, у кого синдром железодефицита или выявлена анемия. За счет высокого содержания калия, клетчатки и некоторых легких эфирных масел черешня незаменима для профилактики и лечения заболеваний сердца. Черешня нормализует водно-электролитный баланс, выводит лишнюю жидкость, поддерживает нормальное функционирование состояния мышцы сердца. В черешне есть уникальное сочетание биофлавоноидов, микроэлементов и витамина С, которое оказывает такое же противовоспалительное действие, как ибупрофен, парацетамол и многие другие нестероидные противовоспалительные средства. Черешню уважают те, кто много работает физически. Она снимает спазм мышц после физической нагрузки и обладает обезболивающим и противовоспалительным действием. Черешня рекомендована тем, кто испытывает разнообразные мышечные боли. Черешня обладает уникальным воздействием на иммунную систему, стимулируя положительные защитные свойства организма и обладая легким противоопухолевым воздействием. Черешня бывает разной. Желтой, красной, все ли одинаково полезны? Цвет черешни обеспечивает разный микроэлементный состав, состав по эфирным и дубильным веществам. Качество сладости зависит от сорта и от количества солнца. Количество микроэлементов и воды в ягоде зависит от количества влаги, которую она получает в результате созревания, сорта и качества почвы. Сочетание сорта и условий, в которых зрела черешня, характеризуют разницу той или иной ягоды. Черешня желтая содержит больше горечи, и она более плотная по качеству мякоти. Красная и черешня винно-красных оттенков цвета более сладкая. У нее другое качество клетчатки, она содержит большее количество предшественников бета-каротина, витамина Е и некоторых дубильных веществ, полезных для профилактики онкологии и профилактики и лечения заболеваний сердца и сосудов. Черешня всегда обладает достаточно стандартным соотношением витаминов, микроэлементов и клетчатки. Всегда мы говорим о черешне как о полезном диетическом продукте. Продукт считается низкокалорийным. В 100 граммах черешни содержится не более 60 килокалорий. Употреблять ягоду можно смело даже тем, кто стремится сбросить лишний вес. Красящим пигментом в ягоде выступает антоциан, особое вещество, благотворно влияющее на работу ЖКТ. Антоциан способен снимать спазмы и уменьшать воспаление, ускорять процесс расщепления жирной пищи. Польза черешни для организма женщины в период менопаузы определяется наличием природного бора, способствующего выработке собственных эстрогенов, гормонов молодости и красоты. Она незаменима для профилактики развития патологии щитовидной железы и в комплексной терапии лечения уже имеющихся недугов органа. Ягода благоприятно воздействует на нервную систему, снимая стрессы, избавляя от бессонницы и депрессивных состояний. Польза черешни для женщин. По своему внешнему виду и составу ароматная ягода напоминает вишню, хотя и отличается от последней отсутствием кислинки. Самое интересное, что это не единственное ее преимущество.
Питательная ценность и богатый состав делают черешню выбором номер один для женщин. Знаете почему? В ней есть витамин С. Это необходимый элемент всех обменных процессов в организме. Благодаря ему повышается иммунитет, осуществляется своевременное очищение от токсинов, замедление старения, поддерживается восстановительная способность тканей. Бета-каротин. С его помощью происходит синтез витамина А, который отвечает за красоту и здоровье кожи, волос и ногтей, иммунитет, отменное зрение. Витамин К необходим не только для энергетического обмена, но и для нормализации процесса усвоения кальция и, как следствие, предупреждения хрупкости костей и выпадения зубов. Особенно это актуально для женщин, рожавших, или тех, кто хочет стать мамой и оградить себя от лишнего посещения дантиста. Витамин Е – это антиоксидант, необходимый для женского организма. Он выводит токсины и откладывает процесс старения, положительно влияет на мышцы, помогая им быстрее восстанавливаться после тяжелых физических нагрузок. Витамины группы В – это гарантия слаженной работы всех органов и систем, включая нервную, пищеварительную, сердечно-сосудистую. Железо. Оно повышает уровень гемоглобина в крови, предупреждая нехватку кислорода и, как следствие, анемию и малокровие. Магний и калий, которые обеспечивают отменную работу сердечной мышцы. Другие полезные вещества – фосфор, пектины, кислоты и йод, необходимые для нормализации работы щитовидки. Чем вредна черешня? Разве что свойством усугублять ситуацию при гипотонии, а также ухудшать состояние здоровья в случае ее употребления при наличии противопоказаний. Польза черешни для мужчин. Способна оказывать влияние на выработку половых гормонов черешня и у представителей сильной половины человечества. Именно поэтому врачи рекомендуют им употреблять ягоды для предупреждения развития потенции, особенно это касается курящих. Спортсмены употребляют плоды черешни для быстрой прибавки сил, повышения выносливости, а также предотвращения появления мышечной боли при интенсивных тренировках. Сок черешни врачи назначают им для устранения воспалительных процессов в мочеполовой системе. Чем еще полезна ягода для мужчин? Она ускоряет процесс переваривания жирной пищи у любителей таковой, снижает артериальное давление и замедляет процесс выпадения волос в зрелом возрасте. Вред на мужской организм лакомство вызывает лишь в случае чрезмерного употребления в виде прибавления им килограммов или употребления без оглядки на противопоказания. Польза листьев и косточек черешни. Черешневые косточки – это плотная косточковая основа, которая не переваривается. Если есть косточки целиком, можно получить серьезное осложнение в виде непроходимости кишечника. Косточки измельчают в муку и добавляют в качестве источника клетчатки, грубых химических волокон в пищу. Ядрышко черешни, как и других косточковых, богато кальцием, магнием, витамином D, Е, фолиевой кислотой и витаминами группы В. Как и в любом зерне, в нем содержится оптимальное сочетание витаминов, микроэлементов, растительных белков, жиров и эфирных масел. Но оболочка косточки содержит некоторое количество синильной кислоты, поэтому мы должны помнить, что за один раз не стоит употреблять больше 3-4 косточек на одну порцию продукта. В черешне используется не только твердая скорлупа, которая измельчается в муку, и не только косточки, но и цветки, листья и кора. Все это находит применение в народной медицине в качестве фитосырья, которое используют для лечения и профилактики заболеваний мочевыделительной системы. Она оказывает легкое мочегонное действие, применяется для лечения заболеваний ЖКТ, ускоряет заживление язв желудка, двенадцатиперстной кишки, оказывает хорошее воздействие при хронических колитах и других заболеваниях. Дерматологи и косметологи уважают черешню за отбеливающие свойства, за свойство ускорять регенерацию и устранять пигментацию. Ягоды черешни, отвар листьев и черенков находят применение в косметологии. Вред и противопоказания черешни. К черешням нужно относиться осторожно людям с пищевой аллергией.
Иногда врачи рекомендуют отказаться от употребления людям с сахарным диабетом и с обострением гастрита. Для желающих сесть на диету есть еще одна хорошая новость. За сутки питания лишь этой ягодой можно сбросить до 3 килограмм. Однако часто сидеть на таком питании не стоит. Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь делать контент, который будет интересен и полезен для вас.